Я это почувствовал. Смешно? Но мы же юмористическое шоу. Ну да, мы смотри. Мы здесь вырежем дырку. Вот в эти вот штуки мы будем ставить фильтра. Можно саморезом в дверь. Ну, тоже вариант, да. Я вообще не в курсе, что надо делать. Мне просто сказали лицом светить своим. Ребят, всем привет! Всем привет. Сегодня мы продолжаем нашу серию роликов с Реношкой и приступаем к такому грандиозному эксперименту. Мы, с Женьком решили, поскольку у нас очень много различных рекомендаций от наших подписчиков было касательно различных фильтров, FFP-фильтры нам советовали туда засунуть, мочалку советовали засунуть. Очень много всяких гипотез, теорий, поэтому мы решили соорудить свою выхлопную систему из сантехнических труб. Ну, Это нам Женина изначала идея. попалось видео Да, мы от видели наших ролик. соседей. Кстати, да, вот с этого видео мы взяли идею. Да. И сейчас поедем закупать различные фильтры. Купим сантехнические трубы, канализационные трубы. мы Да, купим, сейчас да. поедем, приобретем канализационные трубы. И мы сделали небольшой ресерч рынка и посмотрели, какие фильтры чисто теоретически могли бы в том числе задерживать сажу. У нас там экстремальные условия, повышенная температура выхлопа, поэтому нам надо будет соблюдать все правила и искать золотую середину между практичностью и эффективностью того, насколько они Но это смогут еще раз, задержать это сажу. эксперимент. Да, это эксперимент. Ни в Мы коем так случае ездить не будем. повторяйте. Да, мы так ездить не будем. Мы никому не рекомендуем вообще делать так же. Если вы, конечно, не часть нашей команды. Нам можно все. Поэтому давай, погнали закупаться. Поехали. Я предлагаю сделать вот такую конструкцию, как ты мне показал, Да, из да. сантехнических труб. Вывести красиво, чтобы мы могли Туда сделать вставлять такой как элемент. адаптер, да, вставлять и чисто каждый из этих элементов тестировать. Да. Или мы прямо после глушителя. Я думаю, то место, где ты врезал Где сажу вырезали. фильтр, вместо него по диаметру сейчас подберем трубу, Да, на хомутах стянем, выведем сбоку машины, да. сделаем такой типа резонатор, сделаем такой картридж, который вставляется. Подумаем, как это вот там реализовать. Либо квадратный будет, в зависимости от того, какой формы будут эти сантехнические трубы. И туда уже будем потом вставлять все это. Мы протестируем, вот я сделал небольшой ресерч, несколько типов фильтров. Давай, ты смотришь на дорогу, я читаю. Ну давай. Дорога мокрая. Итак, первый фильтр у нас тканевый фильтр. Его устанавливают в основном на пылесосах. У них тоже разные типы материалов и также разную фильтрацию они при всем этом имеют. Так, потом FFP маска. Маска 100% помогает. Я уверен. Но при ковиде она помогала. Помогает. Вопрос, насколько долго она там продержится на этом выходе. И HEPA фильтры. High Efficiency Particulate Air. По данным производителя, они способны задерживать до 99,9 частиц размером до 0,3. Используются в вычистителях воздуха. Мне кажется, HEPA фильтр также устанавливается в воздушный фильтр машины. Я могу ошибаться, надо посмотреть на бирочке. Возможно. Потом каталитические фильтры. Их обычно ставят в различные рекуператоры, те, которые гоняют воздух в магазине. Кондиционер, наверное, очищают. да, все это. Да, это тоже, я думаю, мы сможем сейчас найти. Ну и попробуем водную фильтрацию. Это типа тема, как в кальянах. Кальяны, да. Реально в развлекательных целях подрубим кальян, запустим вот этот вот обмен и посмотрим, что у нас получится. Задерживается ли вода или нет. Да. Можно воду еще добавить, какую-нибудь ферри, знаешь. Ферри, винчик еще там добавляют. Кстати, насколько я знаю, очень вредно добавлять какой-либо алкоголь, когда вы курите кальян. Вообще курение очень сильно вредит здоровью. Я за спорт. Ну, кальянчик я тоже люблю. Че тут греха таить. Но главное, что с этим нельзя ехать на техосмотр. Да, с этим Что-то не нельзя. вздумал никто ехать. Ни в коем И случае. в комментариях не писали, что мы там идем Не, с ну, сантехническими пускай трубами в в машину. комментариях они могут Пишите, писать что всё, хотите, угодно, да. Наша цель проверить, насколько эти фильтры вообще фильтруют, это раз, а во-вторых, проверить, насколько долго они там вообще продержатся, потому что не зря же производители делают специально разработанный сажевый фильтр, который действительно улавливает частицы и потом впоследствии их оттуда выжигает. То есть там все продумано четко. Мы просто хотим в целях эксперимента посмотреть вообще, насколько вот эти вот все фильтры, которые имеют такой достаточно быстрый износ,
в таких вот условиях. Я думаю, что это будет очень быстро изнашиваться, и я вообще не уверен, что они там долго продержатся. Но мне вообще интересно, что по факту из этого получится. Женя, что ты думаешь, какой из этих фильтров будет самый эффективный? Ну, маска. Кроме Коляна. Маска. Маска. Ну, нам же говорили Но она даже на от ко- протяжении 2 лет, что маска помогает. А даже от ковида нормально не спасала. GVK Pro кепочка. Нам нужна сантехника, если не ошибаюсь, Да. она там. Идем сюда и там вдоль. Вон, сантехника. Да, да, Сейчас посмотрим. Я думаю, что наверняка там один из фильтров мы найдем. да. Вот Для надо начала серая нужна труба. труба. А ты штанги не взял, да? А здесь все написано. А сколько у нас та труба была, помнишь? Макс 55. Макс говорил, видео. Я тебе за сандали. Надо зажать кнуты, можно ставить на коммутацию. Здесь 50 миллиметров. А там 50. Здесь 50 50 миллиметров. Что у нас? У нас идет труба. Нам надо поворот. Ну давай так, у нас идет труба. Мы ее вот так соединим. Что нам надо. Так надо. Потому что тут будет арка машины. Мы ее так. Правильно? Мне нравится ход твоих мыслей. Так, теперь нам надо метро. А, ну вон, смотри, на 50 как раз. Да, да, это есть на 50. Нам надо Прекрасно. метровую. Это метр. Ну, на том видео пацанов она сплавилась. Ну, там была бензиновая машина. Ну, и там был гораздо Жигуль там был. теплее. Не, подожди, что там было? Жигуль. Жигуль. Да, там, да. Здесь мы соединили с трубой Да. металлической, вывели ее в бок, бок. Теперь поднимаем нам надо наверх. поднять. На всякий случай Мгм. какой-то переходник или сюда, и в эту удлинить. Так. Теперь нам надо придумать, что фильтр ставить. Идем сюда. Во, вот, смотри. Ну, вот. Это раз. Это условно 2. Вот. Тут нам надо будет придумать. Еще есть, знаешь, такие закручивающиеся. Что-то нам это может дать? Нет. Обратно так же. Тинг. И маска там Маска, да. зажата. С маской. Воздушный фильтр. Вот это вот, мне кажется, самое вот такое будет. Если мы сюда, например, ставим фильтр, этой закрываем. А, ну можем еще скотчем проклеивать. Оператор нам дал очень классную идею. Короче, мы будем делать так. Скорее всего, мы так и будем делать. Или будем когда по-другому. Не, мы будем так делать. Мы эту резинку Тогда убираем, выпустим эту резинку. вставляем фильтр, проклеим скотчем. И этим фиксируем, чтобы он у нас не уходил. Или этим, или этим. 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 Ну да, нам надо где-то Нам мерить. надо же дальше пустить. Ну да, все идеально. Да, тогда это нам не нужно. И это тоже Что нам дальше? тепло. Материалы. Так, а что это за фильтр? Фильтрация воды. То это такой же, как тот. Угольный. Смотри. Угольный фильтр. Ага. Это просто мы... В рай попали? Да. Смотри. О, смотри, вообще. Ну как оно? Хоп. А, ну подожди, вот это то, что надо. Мы просто его надеваем. И все остальное, то, что проходит, оно проходит. Да. Ну, это, наверное, самое-самое, что подойдет. Ну да, мы смотри. Мы здесь вырежем дырку. Мы ее установим сюда. Этот мы установим сюда. Я нашел информацию про фильтр. Это фильтр для пылесоса по золе, саже. Цилиндрический фильтр с металлической защитной сеткой.
Он убирает золу и сажу из каминов, печей и котлов. Только что это ставится Короче, на выхлоп? акции этой фирмы резко возросли только что после этих слов. Ну и все. И эту конструкцию надо будет закрепить. Вот Только нам надо закрыть ее еще. Этой трубой, чтобы, Нам, короче, чтобы надо туда выходило. вот этот вот диаметр вырезать здесь, вставить, может Да, быть, резинку, да, да. подыскать. Зачем? У нас есть скотч. Ну да, скотч универсальный. Скотч Причем мы цвет. специально взяли. Вот, Да, вот. идеально. Чтобы Ну, замотать. слушай, идеально, это то, что нам надо. Да. Короче, это претендент пока что номер 1. На него возлагаем больше всего надежд. Так, мы взяли еще такой жировой фильтр для кухонной вытяжки. Круто, что он огнеупорный. Это то, что нам надо. Ну и скоро узнаем, как он справится с сажей. Его будет очень легко нам установить. Мы его запихаем сюда. Да, считай, это почти как мочалка. А что это наш второй кандидат? Его легко будет засунуть в глушитель. А, ну вот, смотри, фильтры. Какие хочешь? Ё-моё. Рай для фильтров. О, смотри. Короче, ребята, если вы искали рай для фильтров, Оно здесь. мы находимся в нем. Теперь только понять, какое что делает. Сейчас будем Смотри, разбираться. есть такие маленькие, да? А, ну вот, смотри, О, универсальный. Ты читаешь, что они делают, Давай. я Распределяем попробую обязанности. технически. Кстати, вы видите нас тут вдвоем на оператора, а с нами еще братишка. Чат GPT, кто не знал, вот вам лайфхак. Берете камеру и фотографируете. И спрашиваете у него, какой тип фильтра. Он сам уже ищет партикулу и рассказывает вам по нему. Моторный фильтр для пылесосов. Это универсальный фильтр для моторов аж. Так, и тогда у нас еще фильтры для пылесоса обеспечивают фильтрацию до 99,9 частиц пыли, включая мелкую бытовую, шерсть, аллергенные частицы. Тканевый многослойный мешок лучше задерживает мелкую пыль и сухую сажу, чем бумажные аналоги. Так что удобно будет его туда вмонтировать. И мы закроем гельштадт по пылесосным фильтрам. А это? Что он делает? Это предыдущий фильтр. А это стоит перед мотором у пылесоса, да? Я так Да. понимаю. Но его нужно врезать под нужный размер. Перед У нас есть нужный размер? мотором. Он может задерживать крупную сухую пыль и немного сажи. Ну, это получается третий тип фильтра. То есть у нас получается хэпа, тряпка и вот этот, который был. Ну, его еще в рекуператоры ставят. Еще их можно совместить. Можно поставить вначале этот, как грязь, грубую, Да, потом этот, да, мелкую. да. И что у нас еще? И у нас еще... Да, понятно, что нам попробуем. Да. И маска. Маска? У нас есть Погнали за только маской. Маски. Осталась маска. Где-то есть строительные маски. Мы шли и не дошли. Ну вот, смотри. Это же маска. Маска, да, но она с клапаном. Нам без клапана будет. А что клапан делает? Пропускает нам больше воздуха? Угу. На выдохе. Открывается. Нам не надо, чтобы он открывался. Мы ее заклеим. Ну, можно же взять вообще без. Вот, допустим. Вот, FFP2. А, есть? То, что надо. Давай. Вот. Идеально. О, По-моему, так, даже а нам- идеально придумано. залезь. Так, ну куда ее? Все так быстро поностальгировали. Помните эти прекрасные времена? Прекрасно. Ну, лучше, мне кажется, не придумаешь. Вообще топ. Итак, давай подведем вывод, что мы купили в итоге. Мы купили FFP-масочку. Мы купили фильтр для вытяжки. Синтепоновый какой-то. Что он? Сейчас. Это считается универсальный жировой фильтр. Механический фильтр грубой очистки. Короче, назначение. Он улавливает жир и крупные частицы. Он состоит из синтетического волокна. Потом мы купили моторный фильтр для пылесоса. Он тоже, кстати, из синтетического волокна и похож на пористый
полиэстер. Потом мы взяли HEPA фильтр в офигенном корпусе. Это вообще мой фаворит. Он еще подходит по размерам. А что примечательно вот этого жирового фильтра, он держит температуру. То есть теоретически, если нам удастся его как мочалку туда запихнуть, он абсолютно спокойно может там находиться какое-то время, пока не забьется. Если он поможет, это будет тоже Да, топчик. удобно. В трубу запихали и поехали. Так, и мы взяли мешок-пылесборник для обычного пылесоса, только не бумажный, а многослойный синтетический материал. Самое, что нам поможет, это маска. Это будет ржачно, если маска поможет больше всего. Тогда мы заберем свои слова обратно. Распаковка. Сейчас, стой, не спеши. Сейчас чуть-чуть подготовиться. Распаковочка. Итак, что нам удалось приобрести? Так, трубы. Трубы. С Давай этого мы начнем с будем труб. изготавливать нашу выхлопную систему. Никто не знает как. Еще пока не знаем, да. Что Где? у нас по фильтрам? Мы не рекламируем депо. Так, первый фильтр у нас. Какой? Такой у нас? Да, это у нас фильтры для пылесоса. Еще у нас такие всякие штучки. Мешок-пылесборник, материал у него многослойный и синтетический. Посмотрим, как он задержит сажу, но написано, что он очень хорошо справляется с мелкой пылью, поэтому надеемся, что он нам тоже покажет. Дальше. Это вообще мой фаворит, это HEPA фильтр. HEPA Это фильтр. будет У огонь. него еще такая металлическая обрешетка. Он идеально подходит под нашу конструкцию, и он как раз думан для того, чтобы пылесосить камины и прочую подобную лабуду. Так что у меня на него больше всего надежд. Это мой фаворит. По моим прогнозам, он нравится лучше всех. Это никто не понимает, что это, но мы его купили. Так, это у нас универсальный моторный фильтр. Сейчас мы его найдем. Да, он ставится перед мотором, чтобы в мотор не попадала различная пыль. Задерживает крупные частицы и, судя по описанию, должен справиться также и с сажей. Посмотрим. Это очень интересная позиция. Это так называемый жировой фильтр. Его обычно ставят в кухонные вытяжки. Чем он нас зацепил? То, что он огнеупорный. То есть, по сути, ему достаточно комфортно должно быть в глушителе. И его будет очень легко установить, потому что его просто можно будет напихать в наш так называемый резонатор, картридж. Посмотрим, как справится он. Кстати, Можно использовать еще звук, который поглощает. Кто не проходит по децибелам, можно запихать в глушитель. Мгм. Посмотрим. Тоже очень интересно. Ну и самый главный. Да, и Момент. самое главное, это в том числе наш фаворит. Я думаю, все помнят золотые времена, 20, 21, 22 год. FFP3 маска, COVID маска, которую все дружненько носили. Поностальгируем вместе, посмотрим, как он справится с частицами сажи. Я на него тоже возлагаю большие надежды, потому что у него достаточно высокий уровень фильтрации. Не знаю, насколько у него пропускная способность воздуха, дышалось в них прям очень тяжело. Но посмотрим. Тебе не хватало воздуха? Ну что, погнали работать? Отлично работает, считаю. Едем работать. Закупились прям четко. Let's go. Пошли работать. Цель непонятно что, но мы это победим. Наверное. Что, строим дом? Так, нам пока что нужно только это нам пока не надо. Камера, иди сюда. Смотри. Покажи болтик. Покажи болтик. Смотри, как гниет болтик. Также гниют форсунки. Вот там вот форсунки. Да, Только. когда это хуйня. Когда вот... Ну как ты ругаешься? Ну, извиняюсь. блин, какой-то жуть. Он запикает. И вот эту вот штучку надо менять на нового образца. У нас такими ушами здесь резиновыми. И вода текет не сюда, а туда. И, возможно, у вас не будет проблем с BMW. Но это не точно. Да, Этька? Это наш Рено Талисман. Мы сегодня с Никитой будем вдвоем его делать. Я пока даже не в курсе. Он не в курсе, но мы ему расскажем. Зачем варить? Пластик? Я вообще не в курсе, что надо делать. Мне просто сказали лицом светить своим в кадре. Снимаем отсюда, отсоединяем. Да. Нам эту трубу надо поставить вот так. Вот так как-то. Здесь мы прикрепим на хомутик ее, выведем наверх. Нам надо, чтобы выхлоп шел наверх.
Да. И там мы будем ставить вот в эти вот штуки, мы будем ставить фильтра. Всякие разные. Смешно? Но мы же юмористическое шоу. Ну ладно. А то все серьезно, нам надо... Начинаем. Хомуты, конечно, так себе. О, больно. Мы берем эту штуку, мы ставим сюда. Если мы на хомут поставим, это мы выведем как-то сюда. Нет, эту сними. Так, вниз. Это мы выведем А у нас еще есть 45-й один угол. Спасибо. Вот эту надо снять. Понять, как это будет происходить. Знаешь, откуда я это все умею? Спасибо, строить. Спасибо стройке, да. Так, ну что, давай прикрутим этот. Возьми, затяни. И это только не сильно, чтобы оно не ломануло. Нам надо как-то... Хватит. Так, давай, наверное, сюда на хомут. Здесь 2 хомута надо поставить, чтобы он поплотнее был, наверное. Как? Шикарно? Это все в юмористических целях, но должен дать эффект. Не повторяйте это на своей машине. Вы не пройдете техосмотр. Давай сюда тоже хомут поставим. Я сегодня так домой поеду. Никитка, что ты обо всем этом думал? Ну, я думаю, что пацаны на районе бы заценили Он выхлоп, должен быть да. солидный. Так, давай опустим вниз ее. Нам доехать до этого самого надо, только до замера, чтобы нам делать замеры. Понятна вам идея? Мы просто все отсоединили и вывели сюда трубу. Эту мы ставим сюда. Эту мы ставим сюда. Возьми флекс. Давай эту обрежем. Нам надо одеть эту сюда. Это у нас как бунджа для фильтров. Никита не понимает, зачем я в это ввязался. Ну, можно изоленточкой. Не, давай лучше обрежем. Сделаем по феншую, чтобы все было красивенько. К ручке привяжемся и все. Да, нам надо вот сюда трубу вывести. Так вот, сделать вот так. Снимите мне эту трубу, я пойду пилить. На, Чтобы можешь вашу это отпилить. дверь не отпилить. Ну, будет интересно. А это нам для чего надо было? Мы сюда какой-то фильтр хотели поставить. Да? Какой-то маленький у нас фильтр был. Не помню. Сейчас даже заведем этот трактор. Посмотрим, как будет идти черный дым. А что ты мне не помогаешь? Почему? Я отпилил. Давай я подержу, засунь ее до конца. Почему-то оно не лезет. Наверное, надо было еще смазочку купить. Силиконовую. О, есть. Отлично. Ну, тут вот еще хомутик к ручке. К ручке хомутик, да. Мы вот так вот сделаем. И вот нам надо эту трубу, чтобы мы могли зон вставлять. Не, ну мы можем и так оставить. Нам какая разница, как зон будет стоять. Так даже интереснее. Так, еще один хомут надо. Можно саморезом в дверь. Ну, тоже вариант, да. К колесу. Так как-то. Советчиков здесь столько, что ужас. Но в принципе неплохо. Бедная Ренушечка. Так Красиво. можно и на техосмотр ехать. Я говорю, надо приехать на техосмотр и посмотреть, как это будет выглядеть. Что они скажут? Ну что, попробуем стартануть? Пойдет дым отсюда? Но это же дизель. О, даже звук появился. Ну, чтоб видели, сколько у нас дыма валит. А давай померим, сколько у нас температура здесь. Как быстро он сплавится. Никита, а ты можешь погазовать? Ну ничего такого нет.
30 градусов. Я думаю, что можно даже ездить. Ну, 30 градусов всего. Даже звук отличный. 33. Не, смотри, чуть-чуть нагревается. 39. Но я думаю, максимум там, ну, 60-70 градусов. Да не, ничего и не будет. Ей точно ничего не будет. Давай сейчас я попробую. Мы сюда оденем сейчас сажевый фильтр, посмотрим, будет ли столько дыма идти. О, Идеально зашел. давай, вообще огонь. Я это почувствовал. А там, походу, пора помыть. Да, его надо помыть нам. Ну, типа вот так будем мерить. Только другие фильтра поставим. Что есть там? Ой. Ну, я думаю, что Там надо срочно мыть. подустал. Ну чё, начало у нас есть. Сейчас мы покажем, как это будет выглядеть. Ну чё у нас есть? Смотри, у нас есть такой фильтр. Это для пылесоса. Для золы. Это для золы, он держит частицы. Это типа угольный фильтр. Тоже для пылесоса. Это для вытяжек. Просто его удобно туда засунуть. Мы вот так загнем. И посмотрим, будет держать. Это обычная маска. Проверим, будет она держать или нет. А это мешки. Эти пылесос. Мешок от пылесоса. Как мы его запихнем? А никто не знает, как мы его запихнем. Ну, тем интереснее. Да. Ну, дырка у нас есть? Есть. Мы его как-то запихнем, и здесь он будет выходить. Я думаю, он просто надуется. А мы его в корпус поставим. Мы его закрепим. У нас же есть замечательный скотч и хомуты. Его не хватит надолго, но для замера, я думаю, что нам хватит. Фильтрация 99,99%. Ну, если не подойдет, я домой пылесос заберу. Все просто. Он поставил, смотри, сколько сажи. Это с фильтра. 45 градусов. Ну, греется. Греется, понятно. 50, даже 52. Ну, греется, да, что-то есть. Сейчас, дай секунду, я вспомню как. Мы здесь должны высверлить дырку. Вот этот край нам надо весь отпилить полностью, чтобы этот у нас упал туда вовнутрь. И мы на него так поставим, и это закроем сверху. Ничего себе схема. Да. Мы можем даже вот так сделать. Сверлим здесь такую дырку, эту вставляем туда, и эту потом насквозь мы вот так вот тинк, и этой мы закроем. Ну-ка, вытащи эту большую. Вот так это будет выглядеть. Так. Так. Эту сюда. Понял? Да. А здесь мы сделаем дырку. Нам надо высверлить дырку 50. Мы вместо этой Да, поставим да, ее да. туда. Так, 50. Тут чуть-чуть подрезать. Плотненько. Плотненько надеть, то нам даже, наверное, ничего Не не надо надо ничего. изолировать. Давай засовывай туда. Мы можем ее промазать еще герметосом. Вот как Ну, так. честно говоря, я думаю, что ничего огонь. не будет. Просто. Огонь, смотри, все. Нам теперь надо, чтобы та часть в эту что-то упиралась. Ну, чтобы держала ее. Чтобы он не выстрелил. Ну, чуть-чуть кривосенько. Это Нюансы. Так, травматизм. что нам туда засунуть? Насколько раз залезет? Нет. Так он же, по идее, упрется просто туда и все. Здесь он насколько у нас ход его? Сантиметра 3, наверное, Больше. Мне кажется, больше. да? Ну, я там показал 3 сантиметра. Ну, нет, здесь все 10. Ну, глазомер.
Как все весело будет. О. Теперь, ой, Ничего, потом дверь покрасим. хотел сказать, покрасишь? Ну, кто-нибудь да покрасит. У нас есть специально обученные люди для этого. Все, Всё. идеально. Готов, можем ехать на замеры. Никитка, мы готовы к замерам? С первым Конечно. фильтром, на котором мы возлагаем все надежды, мы можем ехать. Конструкция Ну, просто посмотрим. огонь. Ну что, наш пациент готов. Первый фильтр мы установили. Сейчас мы прогреваем машину и едем на замер.